Всем привет из морозного зимнего Харькова. Февраль 2025 года. Сегодня в этом видео вы посмотрите на реалии харьковской жизни. Узнаете новую информацию про обстановку в Харькове и области. Расскажу и покажу, что происходит в городе. Вскоре воздушные тревоги в Харькове будут раздаваться, надеемся, реже. В городском совете анонсировали запуск собственной системы оповещения населения об опасности. Государственная служба чрезвычайных ситуаций и Совет обороны наконец-то согласовали изменения. Для Харькова это означает, что в городе будут более комфортные условия для бизнеса. За 3 года войны харьковчане привыкли к тому, что в городе время от времени раздаются воздушные тревоги. В конце концов, с ними почти перестали считаться. К примеру, в торговых центрах магазины после сигнала сирен закрываются далеко не все. Дифференцированная система оповещения – это не изобретение Харьковского горсовета. В 2024 году она была запущена для Липецкой и Волчанской громад, где воздушная тревога не прекращается с мая 2024 года. Но там продолжаются боевые действия, поэтому и тревога в этих громадах – дело очевидное, ее просто не выключают. И вот в мэрии еще в прошлом году заговорили о необходимости запустить дифференцированную систему оповещения о тревоге, такую, при которой обстрел Купянска, Волчанска или Липцев не влиял бы на жизнь в Харькове. Благодаря новой системе будут реже прерывать работу банки, государственные учреждения и бизнес. Кроме того, люди, возможно, будут внимательнее относиться к оповещениям об опасности и не будут игнорировать сигналы тревоги, потому что они будут звучать только в случае реальной угрозы для города, а не в целом для области. Ну а российская армия продолжает обстреливать область, пригороды Харькова и громады вдоль линии боевого столкновения. Наносятся удары по гражданской инфраструктуре Купянского района, по поселку Казачья Лопань, по Боровской громаде, Золочевской, и продолжаются боевые действия в Волчанске. Этот город превращен в пепел. 57-я бригада сухопутных войск Вооруженных сил Украины показала видео из беспилотника. В Волчанске ни одного уцелевшего дома, дерева или хотя бы здания. Город, где раньше проживали 17 тысяч человек, уничтожен до основания. А в прифронтовом селе Липцы остаются жить 4 человека. До войны в селе проживало более 4000 человек. Сейчас село почти разрушено. Также люди остаются и в других населенных пунктах Липецкой громады. Так в Слобожанском проживает 24 человека, в селе Веселое 12 человек, 4 в Перембоге. Ни в одном населенном пункте нет электроэнергии, газоснабжения, а мобильная связь нестабильная. Населенные пункты постоянно находятся под обстрелами. Председатель Золочевской громады сообщил, что только за первую декаду февраля Россия совершила 25 ударов авиабомбами по Золочевской громаде.
А ночью 10 февраля войска Российской Федерации массированно атаковали город Мерефу Харьковской области беспилотниками. Повреждены объекты критической инфраструктуры, здания предприятия, частные жилые дома, магазин. К счастью, люди не пострадали. Переносимся снова в Харьков к событиям, происходящим в городе. Горожане вышли на пикет, чтобы выразить свой протест против незаконного строительства ресторана у памятника архитектуры общежитию «Гигант». Возле этого общежития Харьковского политеха «Гигант» попытались возобновить строительство ресторана. Представители архитектурного сообщества и просто неравнодушные горожане провели акцию протеста. Они настаивают, что строительство незаконно, ведь происходит в охранной зоне памятника архитектуры, которым, повторюсь, является «Гигант». Также во время акции протеста его участники собрали подписи за увольнение главной архитектора Харькова Татьяны Поливановой, которая с началом полномасштабного вторжения уехала из страны и перестала выполнять свои прямые обязанности, до сих пор формально оставаясь на своем посту. Название «Южная железная дорога» содержит символику имперской политики и является пропагандой. Такое заключение Института национальной памяти. Названия двух филиалов Укрзалезницы содержат символику российской имперской политики. Это юго-западная железная дорога, расположена преимущественно в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой и частично в районах Сумской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей. И южная железная дорога на Харьковщине, Полтавщине, Сумской области и в отдельных районах Черниговской и Луганской областей. Если название юго-западной железной дороги является калькой из русского названия «Юго-западная железная дорога», происходит от названия «Юго-западный край России», то название «Южная железная дорога» унаследовано с советских времен. Регионы, в которых она расположена, локализованы к югу от Москвы. Оба названия являются историко-географическим атавизмом, не соответствующим современному административному территориальному разделению Украины. Учитывая вышеизложенное название региональных филиалов Укрзалезницы, регионального филиала Юго-Западная железная дорога и регионального филиала Южная железная дорога содержит символику российской имперской политики, а дальнейшее функционирование этих названий является пропагандой российской имперской политики, отметили в Украинском институте национальной памяти. А активисты деколонизация Украины хотят переименовать в Харькове проспект Жуковского. Указывается, что проспект должен быть переименован согласно выводам экспертной комиссии Института национальной памяти. Активисты предлагают назвать проспект именем Степана Бандеры. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украине проводится деколонизация. В частности, из топонимики изымаются названия, связанные с наукой, культурой и историей России или советского периода. А в Харьков не возвращается Макдональдс и не открывает рестораны под землей. В пресс-службе Макдональдс рассказали, что не открывается из-за соображений безопасности и из-за ряда операционных трудностей. Чтобы ресторан мог работать, необходимо обеспечить регулярное техническое обслуживание и настройку оборудования, логистику и другие операционные процессы. Также в компании указывают, что в Харькове время между объявлениями воздушной тревоги и обстрелами нередко очень короткое. Поэтому сложно гарантировать безопасность клиентов, сотрудников и партнеров. Также в компании объяснили, почему не открывают рестораны в подземных помещениях. Макдональдс развивает свою сеть в соответствии с глобальной стратегией, и у компании существуют четкие требования к строительству ресторанов и их расположению. И в Харькове подорожали цветы. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 5-15%, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка. Цена на розы, например, 70-150 гривен за штуку, хризантемы 90-120 гривен,
гвоздики 30-40 гривен, тюльпаны 50-65 гривен, ирисы 50-60 гривен, альстромерии 60-70 гривен, герберы 50-75 гривен. Готовые букеты стартуют от 600 гривен, а цветочные композиции в корзинах от 400 гривен. Ну а так выглядит Харьков в преддверии 14 февраля, Дня всех влюбленных. Праздничные инсталляции уже радуют харьковчан. Друзья, а знаете ли вы, как по-настоящему зовут всем известного харьковчанам дедушку-шарманщика? В народе его называют Дед Мазай или Шарманщик, но его настоящее имя Виктор Викторович. Это моя бабушка. Она семечки продает, а я ее веселю. А вы искусство продаете. Добрый путь, молодой человек. Нас бомбардуют, а мы міцніємо, харків'яни.